огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Меня зовут Марина, и сегодня я хочу представить вам мастер-класс своего снеговичка, который вяжется одной деталью. Размер этого малыша 11 сантиметров. Шляпка у него снимается, шарфик тоже снимается. Все остальное вяжется одной деталью. Носик тоже вывязываем. Вот такой вот маленький, небольшая игрушечка. Вот. Шапочку можно приклеить, если это, допустим, брелок, то шапочку можно приклеить и вставить карабинчик, потому что она подходит как и маленькая игрушечка, так и брелочек. Вяжется тоже очень быстро. Мастер-класс. Если вам понравился такой вот снеговичок, то приглашаю на свой мастер-класс. Для вязания снеговичка я буду использовать голубую пряжу, светло-голубую. То есть основной цвет у меня будет светло-голубой. Оранжевая это для носика морковки. Дальше шапочка у меня будет темно-синего цвета, ну и окантовочка будет вот такой вот, либо белый плюш, либо у меня есть софти плюс, софти, просто софти. Вот. Необходимо небольшое количество пряжи, поэтому можно, в принципе, даже с остаточка вязать. Дальше глазки нам понадобится 5 миллиметров, обычные черные глазки. Крючок номер 4, ножницы, маркер, холофайбер, пинцет для заполнения холофайбера, вот кто что использует. Вот. Ну и все, в принципе. Давайте приступим. Итак, начинаем вязать с основного цвета. Светло-голубой у меня будет цвет. И набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот такая деталь. Второй ряд 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавочку, в первый столбик я ставлю маркер. И дальше провязываем в каждую петлю 2 столбика без накида. 8 прибавок, в конце должно получиться 16 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, третий ряд я провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер. Следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 8 повторений. И в конце ряда у нас 24 столбика без накида. 1 столбик без накида. Следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, четвертый ряд вяжем таким образом. Снимаю маркер. Провязываю 1 столбик без накида. И ставлю маркер в первый столбик. И еще провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Всего 4 столбика без накида. Дальше мы вяжем с вами шишку из 4 столбиков с накидом. Делаю накид. В следующую петлю, в пятую, я провязываю столбик, вернее, провязываю накид. Дальше не провязываю, делаю опять накид, в эту же петлю провязываю опять столбик с накидом и не провязываю дальше, то есть один раз накид только провязала и все. Дальше еще один раз недовязанный столбик с накидом и еще один раз, то есть 4 столбика с накидом у нас должно быть с одной вершиной. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек на крючке, провязываю вместе и делаю воздушную петлю.
Дальше провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вторую ножку мы с вами нижнюю делаем, шишечку вяжем, следующую петлю провязали накид и оставили на крючке. Опять накид делаю, в эту же петлю провязываю один раз накид только и оставляю на крючке. И так еще один третий раз и четвертый раз. Вот так. 5 петелек на крючке, провязываю вместе и делаю воздушную петлю. И дальше до конца ряда я провязываю 12 столбиков без накида. И 12. Теперь у нас по кругу 24 столбика. Теперь 5, 6 и 7 ряд я провязываю по кругу 24 столбика. Там, где ножки, мы провязываем воздушные петельки, которые мы делали. Давайте так провяжем по кругу. Вот провязала я 8 ряд. 8 ряд провязываем 2 столбика без накида, убавка. В первый столбик ставлю маркер, провязываю второй и убавка. 2 столбика без накида, убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Начинаем вязать 9 ряд. Я снимаю маркер и провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2 и 3. Дальше в следующую петлю я провязываю ручку. Точно так же шишечку из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. 5 петелек на крючке провязываю вместе и делаю воздушную петлю. Дальше я перехожу на вторую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек между ручками, и в следующую петлю я провязываю опять ручку. 4 столбика с накидом с общей вершиной. 2, 3, 4. 5 петелек на крючке провязываю вместе, воздушная петля. И теперь до конца ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такие провязала ручки. Теперь следующий 10 ряд провязываем так. 1 столбик без накида, убавка. Первый столбик я провязала. И теперь убавка. Затем за воздушную петельку провязываю 1 столбик без накида. И вот убавка. Дальше 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида,
Убавка на ручке я делаю, провязываю через всю петельку, потому что здесь неудобно, там где ручка. Дальше опять 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка. Итак, в 10 ряду у нас получилось 12 столбиков. 11 ряд провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков без накида по кругу. Давайте провяжем. Итак, провязала. Теперь 12 ряд. 12 ряд. Вяжем так: 1 столбик без накида и прибавка. Дальше прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 18 столбиков. И 14 ряд провязываем без прибавок и убавок, 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 13 ряд, я там перепутала, 13 ряд, 18 столбиков без накида. 14 ряд сейчас будем вязать вместе. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Провязали 8. Сейчас давайте посмотрим. Значит, как я буду мерять. Значит, я ручки к ручкам и ножки к ножкам вот так вот напополам делаю и смотрю, чтобы у меня было, да, у меня будет 8 столбиков без накида. Мы должны найти серединку головы, чтобы вывязать носик. Поэтому я вот так вот сложила его, вот так сложила голову пополам. Вот так. И смотрю, что вот здесь у меня будет носик. Я провязала 8 столбиков без накида. У вас, возможно, будет другой, если у вас другая плотность, то у вас может быть другое количество петелек в 14 ряду. Поэтому вы смотрите так, чтобы у вас был носик посерединке туловища. Вот так. Итак, значит, я снимаю последнюю петельку, беру оранжевую пряжу и заканчиваю оранжевой пряжей. Голубенькую ниточку я не обрезаю. Теперь за переднюю полупетельку, я провязываю столбик без накида. Вот так. Теперь набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И со второй петли от крючка я провязываю соединительные столбики. Первый соединительный столбик и второй соединительный столбик. Дальше в эту же петлю за переднюю полупетельку я ввожу крючок, вывожу рабочую нить, вернее, и уже заканчивать я буду синей пряжей. Вот. И дальше за полную петельку я провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно, мы здесь провязали 8 столбиков. 8 столбиков
1, это будет 9 и 9, 18, все правильно. Значит, до конца ряда у меня получилось 9 столбиков без накида. То есть в 14 ряду у нас должно быть 18 столбиков. 9 у меня с одной и 9 с другой. Теперь я обрезаю хвостик оранжевого. Завязываю на узелок. Влаживаю в серединку. Вот, и вот такой вот носик у нас с морковкой получается. Теперь дальше 15, 16 и 17 ряд я провязываю 18 столбиков без накида. Покажу, как я начинаю в 15 ряду вязать. Провязываю, как обычно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вот я ищу полупетельку, которую я вязала заднюю стеночку петли на носике, потому что носик мы вязали за переднюю стеночку, задняя стеночка осталась. Поэтому сейчас я вяжу за заднюю стеночку на носике. Это будет 9. Дальше 10. Подтягиваем вот так вот носик. Вот. И дальше продолжаем до конца ряда провязывать столбики без накида. То есть там, где был носик, мы вязали за заднюю стеночку петли. Все, а дальше мы уже провязываем еще 2 ряда. 15 довязываем, 16 и 17 провязываем, как обычно. Итак, провязала я 17 рядов. Значит, набила я уже туловище холофайбером. Вставила глазки. Глазки вставляем между 15 и 16 рядами. И отступить от морковки 2 петельки. Вот с одной стороны 2 петельки и с другой стороны 2 петельки. Вот и вставила я глазки. Все, и теперь 18 ряд. Начинаем делать убавки с 18 ряда. Один столбик без накида и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. И в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида. Один столбик без накида и убавка. Один столбик без накида и убавка. Все, и набивать постепенно голову. Провяжем ряд, и набить надо голову. И дальше сделать 6. Убавок. И в конце убавка. Все, давайте набьем голову, все поправим. Все оно потом поправится, морковка. А вот давайте набьем голову. Итак, набила я голову. И теперь 19 ряд. Все 6 убавок делаем. За передние полупетельки я провязываю 6 убавочек подряд. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая.
5 и последняя 6. В конце ряда у нас 6 столбиков без накида получается. Я фиксирую так вот, фиксирую хвостик, отрезаю подлиннее, чтобы можно было стянуть колечко. Снимаю хвостик, одеваю иголочку, все, и стягиваю колечко за полупетельки. И теперь просто делаю узелочки. В центр вставляю и вывожу в любое место. Подтягиваю, все выравниваю. Вот, и путаю ниточки. Все, обрезаю хвостик. Все, поправляю. Морковку поправляю. Все, вот такой снеговик получается с вот такой морковкой. И теперь давайте свяжем шарфик. Шарфик я буду вязать синей пряжей. Вот, и набираю 51 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте наберем 51 воздушную петлю. Итак, провязала я цепочку из 51 воздушной петли. И теперь со второй петли от крючка я провязываю 50 столбиков без накида. В каждую петельку по цепочке провязываю столбики без накида. Давайте так провяжем. Итак, связала я уже, закрепила ниточки и связала вот такой вот шарфик. Теперь прикладываю и накручиваю 2 раза, затем завязываю. Вот так получается у меня такой шарфик. Его можно сделать покороче, можно сделать подлиннее. Вот так. И теперь давайте свяжем шапочку. Итак, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше второй ряд, 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик вяжем вместе с деталью. Ставлю маркер в первую петлю. И давайте провяжем по кругу 6 столбиков, 6 прибавок. Итак, третий ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида. Следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас 18 столбиков без накида. 1 столбик без накида, следующую прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, четвертый ряд. Снимаю маркер и провязываю 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Второй столбик без накида. Следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. 2 столбика без накида плюс прибавка. Провязали, и теперь 5, 6 и 7 ряд я провязываю без прибавок и убавок по кругу 24 столбика без накида. Итак, провязали мы 7 рядов. Вот такая вот шапочка получается. Теперь будем вязать козырек. Ниточку мы не обрываем.
продолжаем вязать, только вяжем уже за переднюю полупетельку. За переднюю полупетельку провязываем 1 столбик без накида, за переднюю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбиков мы провязали, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю второй ряд 9 столбиков без накида уже за полную петельку. Воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываем опять 9 столбиков без накида. Все, обрезаю хвостик. И закрепляю. Все, козырек готов. Вот такой козырек связали. Теперь будем вязать ушки. Теперь отступаем от козырька. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. В шестую петлю вставляю маркер. Присоединяю хвостик. Делаю воздушную петлю. В эту же петлю провязываю столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и 6. Хвостик подтягиваю, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание. Вначале провязываю убавку. Затем 1 столбик, 2 и убавку в конце. Тоже провязали убавочку. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, провязываю 2 убавки, вывожу через полные петельки. И вторая убавка. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 1 убавку. Все, хвостик обрезаю и закрепляю. Вот такое ушко у нас получилось. Вот, и теперь второе ушко. Опять отступаю от козырька со второй стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вернее, нет. Мы не будем отступать, так как мы будем вязать с вами сразу от козырька. Поэтому провязываем в эту же петлю, провязываем столбик без накида 1, дальше 2, дальше 3, 4, 5 и 6. Хвостик подтягиваем, делаю воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вначале провязываем опять убавку за полные петельки. Дальше 2 столбика без накида и вторая убавка.
Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание 2 убавки подряд. Воздушная петля, разворачиваю вязание и 1 убавка. Все, хвостик обрезаем и закрепляем. Все, вот такая вот шапочка у нас получается с ушками. Вот. И теперь давайте с вами будем вязать обвязку. Беру белую, у меня это софти. Вы можете взять любую беленькую пряжу. Хвостики будем вязать все вместе. В задней части одеваю крючок. Вставляю пряжу, делаю воздушную петлю и сюда же провязываю столбик без накида. Вот так. Хвостик подтягиваем и теперь по всей детали провязываем столбики без накида. По ушкам идем, переходим на ушко. Хвостики мы все вяжем вместе. Доходим до угла ушка. Доходим до угла ушка и набираю я 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не 10, 6. И в обратную сторону 5 столбиков без накида по воздушным петлям. Вот так хвостик у нас получается, вернее, тесемочка на шляпке, на шапке. И в эту же петлю я провязываю столбик без накида. Дальше хвостики вяжем все вместе. Белый уже можно убрать, так как он уже провязали его много. А синий оставляем, в синий вяжем. Хвостики все ввязываем. Опускаемся на саму шляпку. Синий убираем уже. Мы его уже обвязали. Дальше переходим на козырек. Вот, переходим на козырек. На углу козырька я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Узелок. Узелок нам не подходит. Его надо обрезать. Да. Вот 2 петли провязали. Хвостик этот будем ввязывать. И второй хвостик тоже будем ввязывать. Провязываю 3 столбик. Хвостики оба будем вязать вместе. Вяжем по козырьку. Столбиками без накида. Все, хвостики убираем. Дальше продолжаем вязать до второго уголочка. Вот второй уголочек, провязываю сюда 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше перехожу на боковую часть козырька. Хвостики тоже вяжем вместе. Теперь переходим на ушко.
Хвостик этот козырька убираем, мы его уже провязали. Вот провязали до уголочка, опять набираю 6 воздушных петель, 2, 3, 4, 5 и 6. И со второй петли от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такой вот получается. Теперь хвостик ввязываем. В эту же петлю я провязываю столбик без накида. И дальше по ушке, по второму ушку вяжу хвостики, все ввязываем до конца. Вот, можно убрать уже хвостики. И вот делаю соединительный столбик во вторую петлю, ой, в первую петлю предыдущего ряда. Теперь обрезаю хвостик и закрепляю. Все, теперь вот эти вот все мы уже ввязали, поэтому мы просто их обрезаем, хвостики. Мы их все уже повязывали. Все, теперь последний хвостик нужно, который мы закрепили, нужно закрепить. И вот такая вот шапочка-ушанка у нас получается. Давайте спрячем хвостики, встретимся. Итак, вот такая шапочка у нас получилась. Вот так вот она сзади выглядит. Вот так выглядит впереди. Вот, и вот такой вот снеговичок у нас получился. Если вам понравился мастер-класс, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.